Аскеза. Сегодня у нас аскеза. Что такое аскеза? Это обет, это обещание, которое я даю большей системе, которая там больше меня, пространство, Бог, Вселенная, космос, во что вы верите. Это о том, что я буду прикладывать какие-то усилия. Например, я заставлю себя что-то делать, или я лишу себя чего-то, то есть не буду чего-то делать. То есть это обязательно должно быть усилие, преодоление себя. Я лишу себя, например, социальных сетей, ненормативной лексики, я лишу себя общения с конкретным человеком, я лишу себя каких-то вкусняшек, там, сигарет, алкоголя и так далее. То есть мы понимаем, что это для нас хорошо, но это сложно для нас. И мы даем обет пространству, что мы будем это делать, и мы не будем это нарушать. Пространству мы даем обещание, и точно это не нарушаем. Итак, все, что угодно это может быть. Все, что вы хотели давно сделать, и никак у вас не получается это сделать. Вы договариваетесь с пространством о том, что вы, например, будете регулярно учить язык, вы будете приседать, или вы не будете себя критиковать, принуждаете себя к чему-то, или наоборот, прекращаете что-то делать и просим пространство, то есть мы ему даем обет, и просим пространства, что мы в течение какого-то времени будем совершать какие-то действия, минимум 21 день, максимум 6 месяцев. Мы регулярно, день или через день, будем совершать какие-то действия, и в обмен мы просим. Конечно, это без гарантии. Мы просто просим учесть это усилие как дополнительный фактор для того, чтобы исполнилось наше желание, что-то конкретное, чего мы большое хотим. Лучше деньги не загадывать, тем более в суммах, потому что там денег нет. Лучше все-таки загадывать то, чтобы вам было понятно, что вы можете попросить о том, что ведет к увеличению вашей прибыли, что приведет к увеличению вашего дохода. Например, вы хотите расширяться или вам нужен помощник, поэтому вы говорите: я обязуюсь там 21 день, например, не есть сладкое, или не пить кофе, или не курить. И взамен я прошу помочь мне найти достойного человека, найти мне решение, или дать мне какие-то бизнес-идеи, если вы хотите вот в ту сторону смотреть, или вы хотите, например, купить какую-то недвижимость или еще какую-то хотите дорогую вещь, на которую у вас сейчас нет денег, то вы просите не эту конкретную вещь, а думаете и прикладываете усилия к тому, чтобы это привело, то есть делаете какие-то действия, практикуете аскезы для того, чтобы какие-то действия привели к желаемому результату, к желаемому количеству денег для покупки того или иного. Для тех, кто никогда не пробовал аскезы, вы лучше всего делайте это таким образом. Если вы вот вообще никогда с этим не сталкивались, сейчас впервые слышите, что это такое, лучше, конечно, начать с дисциплины, то есть договориться с собой и что-то выполнять. Но если вы смелые и вы сразу хотите начать что-то делать для того, чтобы быстрее исполнилось ваше желание, для того, чтобы опять-таки увеличить вашу дисциплину, для того, чтобы вы вот аскеза это ваше слово, да, вот и вы чувствуете, что это ваше, и вы хотите это делать, то тогда я советую начать только с одной аскезы и только на 21 день. То есть берите по самому минимуму. Почему? Потому что аскезу очень важно выполнять. То есть ваш мозг и ваше пространство, когда оно коннектится,
оно должно понимать, что вы серьезный человек, что вы взрослый человек, что вы что-то сказали, и вы точно будете это делать. Поэтому, если вы что-то пообещали, взяли аскезу, но у вас не получилось, вы где-то на каком-то этапе сдулись, слились, то нужно делать перерыв и начинать аскезу заново. Поэтому берите всегда только одну аскезу, не нужно себя и ущемлять в чем-то, и заставлять себя что-то делать, например, там физическую нагрузку вы заставляете себя делать, но при этом вы еще и отказываетесь, например, от кофе. Это двойная нагрузка для вашего мозга, а поскольку сила воли, она конечная, то, а вы новичок, у вас просто нет навыка это все делать, поэтому лучше всего берете одну аскезу, берете самый короткий термин, самое короткое время, которое можно положить на эту аскезу, это 21 день, и выполняете. Потом делаете какой-то перерыв, несколько дней, или может быть это тоже будет несколько месяцев, смотрите, как вы себя чувствуете, и можете продолжить аскезу или взять какую-то другую. Что это вам даст? Это вам даст такое внутренний стержень, который повысит веру в себя, который даст возможность добежать быстрее к тем целям, которые вы себе запланировали, или к тем желаниям. Это для пространства, для большей системы будет знаком, что вам можно доверять, как доверить крупную какую-то посылку, и вы ее точно донесете к месту назначения. И тогда все ваши слова, все ваши мысли через аскезы, через какое-то время пространство начнет понимать и слышать, и исполнять как можно быстрее. Вы можете в это совершенно не верить, но я вам очень советую попробовать. Если вы смелые, попробуйте аскезу, возьмите какое-то желание на какое-то действие, или на какое-то событие, или на какую-то материальную вещь, или на построение отношений, или на здоровье. Вот возьмите какую-то аскезу, сделайте ее 21 день, посмотрите, как это работает, и не забудьте написать комментарий. До встречи на канале!